Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок. Сегодня у меня такая вот интересная работа, круглая кокетка. Для того, чтобы смотреть видео мастер-класс на постоянной основе, нужно подписаться на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И через день у меня выходит видео мастер-класс. Вот такая интересная кокеточка. Цветочки и простое, достаточно простое вязание. Кокетка у нас будет с ростком. Предлагаю посмотреть, а может быть и связать. У меня такая вот желтая, светло-желтого цвета пряжа слонимская в 4 сложения, крючок 2,75. Мы начинаем с вами вязать круглую кокетку цветочную, очень интересным способом. Набираем, сильно затянула, и вот еще разочек. Набираем 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. В первую петлю столбик с одним накидом делаем. Получаем колечко. Теперь в колечко вяжем цветочек. 1, 2, 2 воздушные петельки. Столбик с накидом 1 недовязанный. 2, 3, 4. 4 связали. Теперь все петли провязываем вместе и закрепили. Вот, колечко и лепесточек. Идем дальше. 1, 2, 3, 4. И опять в первую петлю столбик с одним накидом. Колечко получили. 2 воздушные петельки и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот. Нам нужно набрать примерно 15-20 вот таких вот колечек. В каждом колечке у нас будет цветочек. Набираем, измеряем свою горловину по любой кофточке, которая на вас хорошо. И потом вяжем дальше. Я связала вот такую цепочку. Получается у нас и колечко, и лепесток. Соединяем вязание. Я связала 27 лепесточков. Померила по вороту. Небольшой, не маленький такой. Соединительным столбиком соединили. Переходим в колечко. 1, 2. 2 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. А всего у нас на крючке 5. 1, 2, 3, 4, 5. И опять в колечко набираем 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. И теперь в следующее колечко мы провязали с вами 2 цветочка, всего 3. В следующее колечко мы вяжем без воздушных петелек. Единственное, что нам закрепить надо. Опять 2 лепесточка вяжем. 1, 2, 3, 4, 5. 5. И 5 воздушных петель. То есть наша задача провязать 2 лепесточка и между ними 5 воздушных петель. 1, 2 провязали и начинаем вязание в новом колечке. Опять 1 лепесток провязали, 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. И довязываем второй. 3, 4, 5. Второй довязали, объединили и начинаем заново вязать.
такие должны цветочки получиться. Довязали наши цветочки, мы добавили всего лишь по 2 лепесточка. Один у нас уже был. По 2 лепесточка добавили. Дошли до того места, где мы уже все с вами связали. Соединяем с первым цветком. Вот таким образом. Разворачиваем вязание. Нам нужно довязать вторую половинку цветка. Вот просто таким несложным совсем способом. Воздушную петельку свяжем. И еще 1, 2, 3. Пускай давайте 4. Чтобы оказаться в центре. Вот. То есть я перешла на вторую половинку. Здесь мы вяжем точно так же, как сейчас вязали. 1, 2, 2 воздушные петли. 1 столбик, 2, 3, 4. Всего 5 провязали. 1, 2, 3, 4, 5. И вяжем последний. У нас всего будет 5 лепесточков. То есть мы с вами вяжем точно так же 2 лепестка, как вязали сейчас на той стороне, так и здесь будем вязать. 3, 4, 5. Закрепили и пошли дальше. Опять лепесточек наш. Вот. Довязываем так все по кругу и потом присоединяемся вот сюда. Когда здесь будет ряд довязан, у нас будет вот такой цветочек из 5 лепестков. Вот такие цветочки у нас с вами получились. Заканчиваем, присоединяясь в самый первый наш цветочек. И уже начинаем вязать основным узором кокетку. Очень просто. Арочку. Соединительный столбик сделали. 1, 2, 3. И еще 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Всего 5 должно быть у нас. 5 столбиков. 1, 2, 3 воздушные петельки. И в следующую арочку 5 столбиков. Вот так просто все. Такой рядок. Еще один ряд готов. Теперь вяжем по факту, по нашим столбикам. 5 столбиков с одним накидом. И там, где воздушные арочки, тоже 5 столбиков. То есть мы вяжем сплошной лентой просто столбики. Можно вязать поворотными рядами. Вот, мне кажется, поворотными удобнее, чем так. Что значит поворотными? Да? Давайте определимся. Поворотные ряды — это когда мы заканчиваем с вами ряд. Вот он у нас круговой ряд закончили. 1, 2, 3. Соединили. Разворачиваем вязание на обратную сторону. И вяжем 1, 2, 3. Под арочку 1 столбик. 2, 3, 4, 5. Те столбики, которые у нас есть, мы их также и провязываем по факту. 5 столбиков. Надо посмотреть, если вы вяжете, чтобы немного здесь было столбиков. Если вы вяжете очень не туго, то может быть 4 даже хватит. Вот. Даже может 4 хватит. А в следующем ряду сделаем расширение. 4 и 5. Давайте так ряд свяжем. И практически это у нас основной узор. Мы будем с вами вязать столбики и воздушные петли. Столбики, воздушные петли. Пока рядок такой. 4 столбика и 5. 4 арочки провязываем. 5 по факту. Поворотными рядами. Такой рядочек. А теперь мы переходим к основному вязанию, которое будет повторяться из ряда в ряд.
воздушная петелька, столбик без накида. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. В пятую столбик без накида. 5 воздушных петель. То есть наша задача в этом рядочке провязать 5 воздушных петель и столбик без накида. А в следующем ряду 5 столбиков с накидом будем вязать за арочку. Один ряд воздушных петель мы провязали, соединились. И смотрите, если вот у меня, допустим, всегда так часто бывает, немножко пришлось поднатянуть воздушные петли, потому что здесь было на 2 или на 3 столбика больше, чем нужно. Ничего страшного в этом нет. Пропустили не 4, а 5 или 6 столбиков, тоже ничего страшного. Оно в общем вязании не видно будет совсем. Вот. Вяжем дальше. Немножечко видно, что идет волна, значит больше увеличения мы делать не будем. Несколько рядочков будем вязать вот без увеличения. Вяжем, и все время у нас будет повтор. Соединительным столбиком мы проходим под воздушной арочкой, вяжем 1, 2, 3 воздушные петли и еще 4 столбика. То есть каждую арочку будем вязать 5 столбиков с одним накидом. 3, 4, 5 и опять в следующую арочку 5 столбиков. Все, вот наше такое вязание. В следующем ряду мы вяжем воздушные петельки, 5 воздушных петель, столбик без накида между, 5 петель. Вот такие же арочки мы будем вязать и повторять. Воздушные петли, столбики, воздушные петли, столбики. 2-3 рядочка так провяжем раппорта, посмотрим, как идет расширение. Если нужно расширение больше, то всегда это можно сделать, да? То есть добавить не 5 воздушных петелек, а 6, не 5 столбиков, а 6, и тогда будет идти расширение. Можно это делать в каждом ряду, если, допустим, у вас большая грудь или большой размер. У меня получилась вот такая кокетка, достаточно симпатичная, и по размеру уже достаточно широкая. Как решить, что она достаточно широкая? Выделяем рукава, выделила 10 раппортов я, и по 14 впереди на спинку и перед. Померила по размеру на 46 хорошо. Еще каким образом я сделала увеличение. Смотрите, как мы с вами разговаривали. 5 столбиков в самом начале я связала и 5 столбиков 2 раза. Потом еще 5 столбиков, 3 рядочка по 5 столбиков. Потом добавила воздушные петли 6 и добавила 6 столбиков. Еще раз 6 воздушных петель, 6 столбиков. И последний ряд 7 воздушных петель и 7 столбиков. И таким образом у меня произошло увеличение. Увеличение небольшое, не маленькое, а достаточно красиво смотрится. И на 46 размер прекрасно. Если нужно сделать больше, значит просто больше, дальше вяжите. И можно в каждом ряду увеличивать. Допустим, сделать 7 воздушных петелечек, потом 8 столбиков, 9 воздушных петель, 9 столбиков. И вот таким образом увеличить. Увеличили. Теперь я поставила зеленый маркер, это у меня на спинке будет, оранжевый впереди. Там, где у нас спинка, нужно связать росток. То есть мы вяжем туда и обратно наш основной узор, который у нас есть. Вот он. 7 воздушных петель, столбик без накида, 7 воздушных петель. И в обратную сторону будем вязать столбики. Я провязала со стороны спинки вот такой росток. 2 раппорта. То есть воздушные петли, столбики, воздушные петли и столбики. Так как у меня размер небольшой, то вполне хватит. Можно связать 3 раппорта. Тоже будет хорошо. И на этом кокетка готова. Кокетка с цветочной вставкой. Вот такая красивая, интересная. Уже готова. А дальше смотрим следующий видео мастер-класс. Будем вязать продолжение, соединять, вязать кофточку, рукавчики. Если вам идея понравилась,
Пишите обязательно комментарии, ставьте лайки. Не забываем подписываться на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм. И смотрим видео, и вяжем вместе со мной. До новых встреч!